Лао Цзы, древнекитайский философ VI-V веков до нашей эры, считается одним из основоположников даосизма, а также автором классического даосского философского трактата Дао Дэ Цзин. В религиозно-философском учении большинства даосских школ Лао Цзы традиционно почитается как божество, один из трех чистых. Тот, кто знает и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто без знаний делает вид знающего, тот больной. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится. И хуже всех те правители, которых народ презирает. Кто не борется, тот непобедим. Тот, кто лишь пытается начать, никогда не начнет. Тот, кто слишком торопится, ничего не достигнет. Тот, кто виден всем, не может сам видеть ясно. Тот, кто считает себя правым, не может стать лучше. Тот, кто заставляет себя, не достигнет успеха. Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной. Лучше быть мягким снаружи и твердым внутри, чем твердым снаружи и мягким внутри. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть. Путь в 1000 ли начинается с первого шага. Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствия, она течет. Плотина, она остановится. Прорвется плотина, она снова потечет. В четырехугольном сосуде она четырехугольна, в круглом кругла. От того, что она так уступчива, она нужнее всего и сильнее всего. Когда нет врагов, то не бывает войны. Верные слова не изящны, красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив, красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает, доказывающий не знает. Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага. Знающий много молчалив, а говорящий много не знает ничего. Если ты хочешь стать целым, позволь себе быть разделенным на части. Если ты хочешь стать полным, позволь себе быть пустым. Если ты хочешь получить все, отпусти все. Великая прямота похожа на кривизну. Великое остроумие похоже на глупость. Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит. Целостное существо знает не уча, видит не смотря и достигает не делая. Человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели сухие и гнилые. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает, и крепкое дерево гибнет. Сильное и могущественное не имеют того преимущества, какое имеют нежное и слабое. Природа никогда не спешит, но всегда успевает. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Люди не страшатся быть угнетенными.
потому и доводят себя до полного угнетения. Лишая себя удовольствия жить легко и без забот, они лишают себя возможности наслаждаться жизнью. Лишь тот не имеет преград, кто не строит их сам. Вот почему мудрый познает себя, но не выставляет себя на показ, любит себя, но не ставит себя высоко, и потому, отказываясь от одного, он обретает другое. Причина, по которой реки и моря получают дань от сотни горных потоков, заключается в том, что они находятся ниже последних. Благодаря этому они в состоянии господствовать над всеми горными потоками. Точно так же и мудрец, желающий быть выше людей, ставит себя ниже их. Желая быть впереди них, он становится позади. Вот почему, хотя его место выше людей, они не чувствуют его тяжести, хотя его место впереди них, они не считают это оскорблением. Когда страна идет по истинному пути, люди пашут и сеют. Когда страна противится пути, склады ломятся от оружия. Нет больше иллюзий, чем страх. Нет большего заблуждения, чем подготовка к самозащите. Нет большего горя, чем наличие врага. Могущий видеть любой страх насквозь, всегда будет в безопасности. Победа над другими дает силу, победа над собой – бесстрашие. Мудрый позволяет вещам случаться. Он принимает решения о событиях по мере их наступления. Он не стоит у них на пути и позволяет пути совершаться в своем естественном течении. Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Если ты ищешь полноты в других, ты никогда не будешь полным. Если твое счастье зависит от денег, ты никогда не будешь счастлив. Будь доволен имеющимся, наслаждайся тем, что есть. Когда ты поймешь, что нет ничего, чего бы у тебя не было, весь мир будет принадлежать тебе. Мудрый не стремится к власти. Так он обретает истинную власть. Обычный человек хочет получить все больше власти, поэтому ему вечно мало. Мудрый ничего не совершает, но и не оставляет ни одного дела незавершенным. Обычный человек все время чем-то занят, но дела лишь прибавляются в числе. Мудрый смотрит не на поверхность, но вглубь. Он ищет плоды, а не цветы. Он свободен от своих желаний. Он остается в реальности и отпускает все иллюзии. Если в тебе недостаток веры, то бытие не верит в тебя. Долг без любви не радует. Истина без любви делает человека зависимым от критики. Воспитание без любви порождает противоречия. Порядок без любви делает человека мелочным. Предметные знания без любви делают человека всегда правым. Обладание без любви делает человека скупым. Вера без любви делает человека фанатиком. Зачем жить, если не для того, чтобы любить? Реагируйте интеллигентно даже на неинтеллигентное обращение. Не подобает оплакивать смерть, потому что это только лишь смена формы. Зачем сожалеть о жилище, в котором прожил всего один день? Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. У хорошего путешественника нет точных планов и намерения попасть куда-то. Кто берет, наполняет ладони, кто отдает, наполняет сердце.
Жизнь коротка, и поэтому не следует терять времени. Нужно наслаждаться ею. Для мудреца почесть и позор от сильных мира одинаково странны. Когда потеряна истинная добродетель, является добродушие. Когда потеряно добродушие, является справедливость. Когда же потеряна справедливость, является приличие. Правило приличия – это только подобие правды и начало всякого беспорядка. Для того, чтобы жить доброй жизнью, нет надобности знать о том, откуда ты явился и что будет на том свете. Думай только о том, чего хочет не твое тело, а твоя душа. И тебе не нужно будет знать ни о том, откуда ты явился, ни о том, что будет после смерти. Не нужно будет знать этого, потому что ты будешь испытывать то полное благо, для которого не существуют вопросы ни о прошедшем, ни о будущем. Никогда не говори «никогда», потому что дни бегут так быстро, и ничто не остается неизменным. Ничего не происходит напрасно, все является подготовкой к следующей сцене. Умный каждый день пополняет свои знания, мудрый каждый день стирает лишнее. Никто не может меня победить, потому что я принял свое поражение и не стремлюсь к победе. Когда в Поднебесной много запретов, народ беднеет. Благодарность миру, и не только за хорошие, но и за болезненные уроки, должна быть в сердце человека постоянно, как стержень его жизни. Тогда он растет. Жизнь – серия естественных и спонтанных изменений. Не сопротивляйся им. Это не приведет ни к чему хорошему. Позволь действительности быть действительностью. Позволь всему течь своим чередом. Освободи свой ум от мыслей. Позволь своему сердцу успокоиться. Спокойно следи за суматохой мира, следи за тем, как все встает на свои места. Если дворец роскошен, то поля покрыты сорняками и хлебохранилища пусты. Если вы находитесь в депрессии, значит вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит вы живете настоящим. Поднимаясь в гору, не бей под ноги тем, кого обойдешь по пути. Ты их еще встретишь, когда будешь спускаться. То ли мне снилось, что я мотылек, то ли мне сейчас снится, что я человек. Если зрячий идет к пропасти, останавливающий его подобен слепцу. Будьте последними. Идите по миру так, словно вас нет. Не будьте компетентны. Не пытайтесь доказать свою значимость. Это не нужно. Оставайтесь бесполезными и наслаждайтесь. Вы оцениваете людей по их полезности. Я не говорю, что вы не должны делать ничего полезного. Делайте полезные вещи, но помните, что настоящий и величайший опыт жизни и экстаз приходят от делания бесполезного. Он приходит через поэзию, живопись, любовь, медитацию. Величайшая радость наполнит вас, только если вы способны сделать что-то, что нельзя свести к товару. Награда духовная, внутренняя, она проявляется энергией. Итак, если вы чувствуете бесполезность, не волнуйтесь. Вы можете стать огромным деревом с большой кроной. И люди, которые вступили в полезную активность, им так нужно иногда отдохнуть в тени.
вами управляет тот, кто вас злит. Будьте внимательны к своим мыслям. Они – начало поступков. Пробуя на вкус, не думай о том, что считается вкусным.